Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро для мужчин и для женщин на судьбу, на ближайшее будущее. Знаки, советы, подсказки, инсайты, потоковое чтение, о чем не знаете и что ждет в ближайшем будущем. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. В ближайшие 30 минут мы будем получать знаки судьбы через карты Таро. Сегодня на личную жизнь и на перемены по судьбе. Давайте посмотрим, что идет вам. Ну и что видят карты Таро в вашей жизни, в вашей ситуации, в вашей судьбе. Вот как карты видят вас, кто пришел на расклад, с какой ситуацией. На раскладе есть мужчина, который интересуется деньгами, возможно, интересуется своими заработками, своим успехом, своей недвижимостью. На раскладе присутствует также женщина, которой, возможно, интересен мужчина не бедный, король бубновый, возможно, муж, возможно, просто интересный мужчина, который, самодостаточный, да, или многообещающий мужчина. То есть на раскладе у нас многообещающий мужчина. Прекрасно. Рядом с ним есть какая-то тайна. Возможно, есть женщина, о которой вы не знаете. И если вы чувствуете, как женщина, да, что к этому мужчине путь, какой-то сложный, то путь и движение к этому мужчине у женщины труден или закрыт, или мешает какая-то магия, или вмешивается женщина. Также мужчина этот может колдовать на деньги, или колдовать о деньгах, или его деньги связаны с магией. Финансовый канал у вас, как у женщины, может быть здесь закрыт, а мужчине могут быть сложности с деньгами тоже. То же самое и у мужчины, и у женщины. Ну и есть некие трудности с материальным миром, с богатством, с успехом, с самореализацией. Да, вот так. Но самое простое и самое распространенное рядом с мужчиной, самообеспеченным, самодостаточным, есть некая тайна и трудности, как в реализации для самого мужчины, так и в реализации отношений с этим мужчиной. Ага, здесь, смотрите, это как бы пустая карта шанса. Есть просто пустая карта в этой колоде, да, вот прям белая. А есть карта змеи. Я ее читаю как карта шанса. Смотрите, на раскладе мужчина и женщина, которые имеют шанс, несмотря на то, что у них есть трудности. И это трудности как в отношениях, так это может быть трудности и в деньгах, и вообще в материальном мире. То есть любые трудности. То есть мужчина и женщина могут что-то прояснить очень скоро. И на раскладе человек, который стремится прояснить что-то, да, или прояснить мужчину, прояснить женщину для себя в отношениях, такое тоже здесь. Больше всего есть хороший шанс на открытие источника финансового канала, именно денежного канала, да. Здесь больше всего деньги, но отношения здесь как бы на втором месте, а деньги прям на первое место пока что выходят. Так, на раскладе очень много мужской энергии. Вот она прям очень сильно проявлена здесь. Женская есть, но в тайне пока. Так вот, мужчина здесь торопится. Мужчина может быть спокоен сам по себе, да, вот характер у него такой спокойный, но он вынужден действовать резко, быстро, переживать, нервничать, агрессировать. Почему? Потому что ему как будто бы ограничивают, возможности его. Или, он хочет пройти, да, воспользоваться случаем, а ему мешают. И на раскладе может быть
ситуация такая, что между мужчиной и женщиной есть периодические конфликты и трудности в отношениях. Ну, они периодические здесь. Это близнец, а по близнецу оно то есть, то нет, то есть, то нет. Да, вот так. Ну и 7 пентаклей. Вот если учесть все, что происходит в вашей ситуации, в любой сфере жизни, то вы как будто бы бьетесь в закрытую дверь, знаете, что у вас есть шанс, но всегда сомневаетесь в успехе. То есть ваш успех, он сомнителен, он под вопросом постоянно. То есть вы в конечном итоге, сколько бы вы ни прилагали усилий в том или ином вопросе, у вас получается успех как бы под вопросом. Его нужно как будто бы выбарывать, добиваться, ну, может быть, даже не добиваться, а достигать, да, вот достигать какими-то усилиями. Знаете, вот здесь все-таки самый старший аркан – это жрица. И у меня вот такое ощущение, что на раскладе человек, который потратил так много сил на достижение чего-то в своей жизни, что уже до конца не уверен, а получит ли он это. И это, опять-таки, это могут быть прежде всего деньги, да, вот материальный мир. Ну, например, всю жизнь там прилагаю усилия, чтобы быть богатым, да, например. Ну и не понимаю, а стану ли я богатым, к примеру, да, или всю жизнь прилагаю усилия, чтобы быть здоровым, не знаю, стану ли я здоровым. Или прилагаю усилия, чтобы наладить отношения, и не понимаю, будут эти отношения и так далее. Ну или прилагаю усилия получить должность какую-то, да, вот руководящую, например, да. Ну, тоже. Или прекратить какой-то конфликт. То есть закрытая дверь, да, вот есть что-то, то, что мешает. Хорошо. Давайте вот первое посмотрим, что карты Таро видят в вашей судьбе по поводу богатства как такового, да, по поводу вот этого короля пентаклей. Давайте можно посмотреть по-разному, это общий расклад, поэтому дадим максимально широкое толкование. По судьбе ли вам богатый мужчина, это кому этот вопрос актуален, и по судьбе ли вам богатство вообще? Но важно определиться, вам нужно богатство или вам нужен богатый мужчина, да, вот кто как смотрит, да. Ну, мужчины могут просто на богатство, на успех посмотреть. Да, по судьбе. Не знаю, может, вообще оно в прошлом, может, он уже был, да, такое тоже, значит, уже он был у вас, да, поэтому теперь вы сомневаетесь. Но эта карта говорит о мужчине, как минимум, кто ищет богатого мужчину, тот найдет. Мужчины, если ищете богатство, оно есть. Особенно, если вы мужчина любой воздушной стихии, особенно водолей. И если вы любой земной стихии, особенно телец, особенно телец. Хорошо. Чего вы не знаете, не замечаете, и есть ли что-то скрытое, что влияет на вот это, вашу эту ситуацию, с точки зрения в том числе и магии, да, вот так. Если по магии, то это кто-то из родственников, и это, скорее всего, негативная родовая программа по линии матери. Но это может быть еще кто-то из ваших конкурентов на работе. В принципе, и в бизнесе могут влиять конкуренты на вас. То есть, еще раз, магия по линии рода мамы и тайное влияние конкурентов как на материальном уровне, так и на мистическом, магическом, эзотерическом, туда все. Хорошо, какой у вас шанс сейчас вам дают, давайте, высшие силы, какой у вас шанс есть? Во-первых, у вас есть шанс хороший взять ответственность в свои руки, но у вас еще и хороший шанс
что-то продолжить и поехать, переехать куда-то, ну, поездка, движение. То есть поездка, видите, рядышком очень сильно, очень много воздуха, воздух, воздух. То есть у вас хороший шанс сдвинуть что-то, как говорится, с мертвой точки или с застоя, да, выйти из застоя и выйти из стагнации. Но для этого надо брать штурвал управления в свои руки, все 3 карты очень крутые. И у вас хороший шанс на решение вопроса с законом, с силовыми структурами, ну, в том числе с армией, да, то есть если кто-то служит, может быть, это военная карта больше, вот. И поезд-переездка, эмиграция тоже возможна. Тут вообще эмиграция вот это вот. А какая страна, если что? Север, запад и северо-запад. То есть юг-восток у вас здесь вообще отсутствует. Западная карта больше, этого северные карты уже идут. Хорошо. Что нужно делать быстро вам? Где вам нужно или желательно, где вам поторопиться? Кто еще не рожал? Ну, вдруг, да, мужчины, женщины. Ну, мужчины не стали отцами, если, а женщины, если не стали матерью. Если вы уже реализовались как мама или папа, ну, особенно как мама, да, то здесь нужно поторопиться решить вопросы со своим здоровьем и со здоровьем своих родных и близких. Вот здесь нужно поторопиться. Где нужно больше прилагать усилий, чтобы, или в чем нужно поднатореть, да, или придавить, ну, где нужно постараться, давайте так. Где нужно постараться. Не знаю, где нужно постараться, но там, где нужно прекратить что-то, там нужно постараться. И нужно постараться вам там, где вам что-то очень сильно вредит, особенно если это вредит здоровью, или угрожает здоровью, или угрожает вообще вашей жизни, не дай бог, вот там нужно постараться это прекратить. Вы слышите это? То есть есть что-то вредное в вашей жизни, ну, вредящее вашему здоровью. Может быть, это, допустим, вредные привычки, экстремальные привычки какие-то, да, например. Или это опасные привычки. Ну, или ситуация какая-то не очень хорошая со здоровьем, особенно если она требует поездки куда-то, да, переезда. Вот с этим нужно постараться. Ну и родители здесь прослеживаются. Мать, отец, ну, больше мама, конечно, но отец тоже тут есть, фигурирует. Но все равно больше энергетики здесь женской в этом раскладе. Женщина, женская энергия. Да, здесь мужчина в колеснице, но это все равно обитель рака, да, то есть, ну, это женская энергия. Хорошо. Что думает о вас загаданный человек? Вот настройтесь прямо сейчас, особенно на мужчину. Что думает о вас, например, начальник, да? Или человек, от которого вы зависите материально. Ну и особенно, что думает мужчина. Это для женщин больше, да? Ой, он что-то нехорошее задумал. То есть хорошо он о вас не думает, этот загаданный человек. Есть какая-то тайна у него от вас. И... То есть он не что думает, он как думает. Он думает нехорошо. Вообще эта карта «что происходит?» То есть что-то плохое происходит. А как происходит? Плохо происходит. То есть как минимум он задумал, он думает что-то плохое о вас. Ну, вот так. Ну, интересно сегодня такой прям негатив, перемешанный с позитивом. Да? Хорошо. Будет ли встреча у вас с загаданным человеком? С мужчиной или с женщиной? Особенно если эта встреча долго не могла произойти, долго не могла реализоваться. Настройтесь на встречу, с кем бы вы хотели встретиться. Можете, если не можете быстро придумать человека, поставьте на паузу. Да, будет встреча. Особенно если эта встреча касается любви, отношений, чувств.
Да, будет. Встреча с загаданным человеком у вас состоится. Что принесет эта встреча? Или какой шанс откроет? У вас будет встреча с любимым человеком, которая принесет вам возможности открыть свои мысли, чувства, планы, действия на будущее, открыть дороги, переехать, влюбиться на расстоянии, влюбиться на дистанции, переехать на ту дистанцию, на которую вы влюбились, да, ну и сблизиться с человеком, которого вы любите. Интересно, интересно, интересно. Давайте по поводу детей. Просто абстрактный вопрос по поводу детей. Не будут ли дети, да, вот, а именно вот что с детьми? С детьми у вас будет все хорошо. Если кто-то гадает на детей, ну, родится ли ребенок, и вы действительно этого хотите и можете, да, то тогда да. Если у вас, допустим, какой-то конфликт с мамой, например, особенно с мамой, или с сыном, или с близнецами, вы помиритесь, вы найдете те, ну, как говорится, точки соприкосновения или грани, да, на которых можно примириться. Что вряд ли должно закончиться? Что вряд ли должно закончиться в вашей жизни? Вряд ли в вашей жизни должно закончиться счастливая жизнь. То есть ваша счастливая жизнь будет продолжаться. То есть вы найдете счастье, если вы его ищете. И если у вас сейчас все по кайфу, то это так и продолжится. Окей? И если вы согласны с вот этим рядом, жмите лайк, подписывайтесь на канал. Мои контакты ищите в описании к настоящему видео. И все реквизиты, чтобы помочь развитию канала, помимо того, что вы можете стать спонсором, вы найдете в закрепленном комментарии и в описании. Хорошо, давайте посмотрим, какие опасности у вас могут исходить для финансового канала или от власти, от силовых структур. Ну, есть ли эти опасности и стоит ли так переживать и бояться? Ну, опасности-то они всегда есть. Ну, колесо фортуны, они то есть, то нет. Ну, давайте так. Да, опасность есть, но вам, скорее всего, повезет. И вам повезет и с деньгами, финансовым каналом, и с мужчиной. И вам повезет, если у вас действительно есть опасность, которая исходит и от мужчины, и от какой-то структуры, которая может быть связана и с деньгами, и с законом, и с армией, и с... как она, полиция, да, ну, это тоже закон, все, да, так. То есть, давайте так скажем, какая была бы, не была бы опасность, судьба, высшие силы расставят все таким образом, что, ну, давайте, вы выйдете сухим из воды. Если вам нравится такое толкование, то... Хорошо, давайте, какие чувства питает к вам загаданный человек? И даже не то, что питает, а какие чувства к вам скрывает загаданный человек. Настройтесь на загаданного человека. Это вертикаль как раз о чувствах, тайных чувствах загаданного человека. Смотрите, во-первых, у вас с загаданным человеком дистанция. Вы не вместе сейчас. Но он вас ценит. Это карта ценностей всегда. И ценит он вас... совершенно не так, как ценил раньше, и за то время, пока этот человек был не с вами вместе, он многое осознал о вас, и ваша ценность для него повысилась, то есть возросла. Будет ли любовь для тех, кто ищет любовь? Ну, я уже сказал, что она как бы проявляется. И любит или нет для тех, кто сомневается. Ну, здесь вы рискуете потерять любовь, и может ли человек вас не любить? К сожалению, есть риск того, что вы можете потерять любовь, и есть риск того, что человек вас может возненавидеть или причинить вам
боль сердечную или разбить вам сердце. Поэтому будьте осторожны, внимательны, особенно если у вас что-то происходит на дистанции. Присмотритесь, прислушайтесь. Солнце чем порадует ближайший год? Чем порадует ближайший год? Вы сможете взять под контроль ситуацию, которой долго хотели навести порядок, и ситуацию, в которой вам важно получить управление. То есть, например, вы стремились стать на руководящую должность. Получится. Вы стремились навести порядок в семье, управлять семьей. Получится. Вы стремились найти лад с какой-то женщиной. Неважно, кто вы, женщина или мужчина. Получится. То есть вы сможете взять под контроль то, где бы вам не хватало власти. Вот там у вас появится власть, авторитет, и полномочия. То есть вы получите те полномочия, которых будет хватать, чтобы навести порядок там, где этот порядок уже давным-давно пора навести. Что хорошего произойдет в вашем доме? В вашей семье, возможно, или в вашей квартире. В вашій оселі краще буде перемога. Тобто буде успіх. І це буде дуже добре. Вообще в вашей жизни, в вашем пространстве, в вашей квартире, в вашем доме появится человек, который принесет вам успех. И в вашем доме будет успех, в вашей квартире и в вашем доме будет успех. Если вы мечтаете купить квартиру или дом, вас ждет успех, и вы его, скорее всего, приобретете, купите. Хорошо, что готовит судьба совсем скоро? Совсем скоро вы можете решить вопрос с родителями, особенно с папой, с отцом. Совсем скоро у вас может произойти бракосочетание, и совсем скоро ваши души могут объединиться в единое целое на небесах или в высшем свете. Вот так вот. То есть это может быть венчание, это может быть встреча. Кстати, встреча. Эта карта именно встречи. Встреча партнера или человека, с которым вы будете чувствовать себя родственной душой. По поводу одиночества, которое у вас происходит, давайте спросим, конец или пауза в отношениях, если вдруг у вас эта ситуация есть. Или если у вас конец или пауза не актуален, то этот вопрос можно посмотреть, вот эту вертикаль, как найдете ли вы, вот тут понятно, что вы найдете этого человека, да, но все равно это вертикаль. То есть найдете ли вы человека, который будет соответствовать вашему уровню развития, вашему уровню осознанности и вашему уровню мудрости. То есть найдете ли вы человека, подходящего вам, такого, чтобы вам было с ним интересно, а ему интересно с вами. Семерка жезлов. Это карта, во-первых, борьбы, то есть это будет трудно, но это возможно. И здесь вопрос в границах ваших, особенно в ваших границах, вопрос в границах чужих и вопрос в вашей настойчивости. Хорошо. Чем успокоится ваше сердце? Тройку мечей хочу все-таки полечить ваше сердце сегодня, да, этой энергетикой такой позитивной. Чем сердце успокоится? А сердце успокоится любовником, страстью, интимом, близостью. И сердце успокоится новой целью, возможно, поездкой и переездом на дальнее расстояние. Что окажется под контролем в ваших руках? Смотрите, в руках. Прямо все в руках держится, да? Вы сможете что-то не разрушить. Что-то важное не разрушится, и, скорее всего, под контролем в руках будет процесс разрушения. Поэтому от вас будет зависеть,
как быстро или как не быстро будет рушиться то, что, возможно, рушить и не надо. То есть вы возьмете, возможно, под контроль что-то важное и процесс какого-то разрушения именно. А какой выигрыш вас ждет совсем скоро? Это карта, это вертикаль. А здесь 12-й аркан. Выигрыш. Выигрыш, во-первых, у вас долгожданный. Это раз. Выигрыш, который вам дается очень высокой ценой. Выигрыш, который приносит вам очень такое знание, важное знание. И выигрыш, который вам принесет развязанные руки и освобождение от чего-то очень-очень тяжелого, тягомотного и болезненного. Вот в этом будет заключаться ваш выигрыш. Такой интересный сегодня расклад. Напишите в комментарии, как вы его чувствуете и какая энергия проходит через вас. У меня такое ощущение, что через меня проходит поток какой-то, как резина какая-то темная. Ну, не знаю, наверное, это все-таки жрица задает сегодня темп, а висящие башни здесь, они как бы придают такой густоты этому раскладу. Да? Хорошо. Что приходит в вашу жизнь? Приходит что-то очень хорошее, очень долгожданное, что-то очень чистое. Приходит знание, приходит женщина, приходит свобода, приходит охлаждение, но это охлаждение несет в себе покой и умиротворение. И приходит ясность и осознание. Что уходит из вашей жизни? Уходит шанс изменить к лучшему что-то, да? То, что вы хотите изменить к лучшему. Поэтому поторопитесь. Чем сердце ваше успокоится, дубль 2. Сердце успокоится формой, сердце успокоится властью и мужчиной, сердце успокоится богатством, и сердце успокоится защитой в той ситуации, в которой вы себя чувствуете незащищенной. Почему вы на этом раскладе? Я выбачаюсь. Почему вы на этом раскладе? Потому что у вас ситуация не самая лучшая. Возможно, приболели, возможно, не видите выхода из тупиковой ситуации. Возможно, вы очень устали, возможно, депрессия, возможно, какие-то трудности, потери. Возможно, даже горе какое-то переживаете. А что хотел вам сказать дух или высшие силы через этот расклад? Не переживай, переживешь, успокойся. Делай все взвешенно, все продумывай, не торопись. Делай все по закону и поступай по справедливости с другими и с собой, ну, в основном с другими, так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали другие. Вам совет. Учитывая то, что дни летят как минуты, как мгновения дни летят, да, и жизнь скоротечна. Попробуйте найти свою радость в жизни и попробуйте превратить каждый свой день в маленькую, но все же радость для себя. И эта радость внутри себя прорастет и сделает ваш мир более счастливым і радосним, як эта карта. А так воно і буде. От побачите. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. Все буде добре. Па-па.